Привет, мы на территории сварки. Практически под каждым видео задают один и тот же вопрос. Какую силу сварочного тока я выставил в том или ином случае? Сегодня я вам расскажу, как правильно подобрать силу сварочного тока. Но обратите внимание, что тот ток, который написан на регуляторе, он может не соответствовать действительности. И поэтому я расскажу, как правильно выставить силу сварочного тока при ручной дуговой сварке по ощущениям. Еще раз хочу напомнить формулу подбора силы сварочного тока. Это 30-40 диаметров электрода. То есть если электрод 3 мм, значит мы будем работать в диапазоне от 90 до 120 ампер. Но еще раз повторяю, мы сегодня будем подбирать ток по ощущениям. Значит, но разница, вот этот диапазон силы сварочного тока необходим для того, чтобы мы могли варить электродом тройкой в разных пространственных положениях. Потому что если мы в нижнем варим, это одна сила тока. Если мы варим вертикальный шов, это немножко заниженный ток должен быть и так далее. Поэтому мы пока потренируемся в нижнем положении, и я покажу, как его подобрать. До появления современных инверторов я варил обычным самодельным трансформатором. И ток регулировал по ощущениям с помощью нехромовой спирали. И там уже не было никаких регуляторов, которые могут вам дать хоть какой-то ориентир. Я выработал тогда для себя принцип. Завышал силу сварочного тока, тестировал на образцах, то есть пробовал сварить, не будет ли прожога и будет ли сплавление деталей. И потом постепенно снижал этот ток до актуального режима, чтобы было и расплавление кромок, и расплавление электрода, и таким образом вырабатывал подходящий режим. Если бы я двигался наоборот от низкой силы тока к большей, то есть и то же самое вы можете с помощью регулятора вначале поставить меньший ток и потом его по чуть-чуть добавлять, вы можете ошибиться в подборе режимов. Электрод вроде бы будет расплавляться, но сплавление между деталями не произойдет. Таким образом соединение будет ненадежным. Сейчас я продемонстрирую, как по ощущениям подобрать силу сварочного тока. Итак, у нас образец: профильная труба с толщиной стенки 2,5 мм, электрод диаметром 3 мм, и я выставляю ток по нашим показателям порядка 120 ампер. Но еще раз хочу обратить внимание, что не факт, что именно этот инвертор сейчас выдает 120 ампер. Просто я выставляю ток побольше и пробую тестировать. Внимание, глаза. Вы видели, что не просто приходилось очень быстро вести дугу, потому что металл очень быстро расплавлялся, но и сразу видно, что прожег. Поэтому немножко уменьшаем. Буквально там через каких-то делений, через 5-10 ампер можете уменьшать. Ну, возьмите там через 5 ампер, попробуйте. Если вы уже, конечно, поработаете побольше с аппаратом, вы будете чувствовать уже, насколько он будет менять свой режим. И еще хочу обратить внимание, что во время даже всего рабочего дня может меняться падение напряжения в сети. И даже если вы выставили ток, поработав и чувствуете, что режим немного вас не устраивает, периодически подрегулируйте его. То ли в вашем соседнем гараже кто-то тоже начал варить, или включил электрический обогреватель, или еще какие-то приборы. В любом случае напряжение в сети будет немного просаживаться. Поэтому напрямую будет влиять провис в сети на режим силы сварочного тока. Внимание, глаза. Сейчас у нас ток по нашим показаниям порядка 115 ампер. Ну, еще раз повторяю, что это не факт, что именно сейчас выдает этот режим данный инвертор. Внимание, глаза. Вы видите, что очень сложно было тоже поддерживать дугу. Практически на грани прожога пришлось наплавлять металл, поэтому я принимаю решение еще немного снизить силу тока. Внимание, глаза. Ну вот сейчас уже более оптимальный режим. По нашим показателям это показывает 80 ампер, да, на инверторе. Но опять, сколько он выдает,
очень сложно понять. И насколько сейчас даже правильно подобрали, то есть может даже и сильно снизили ток. Поэтому можно выбрать между предыдущим вариантом и этим и немножечко даже добавить. Потому что в этом случае, наоборот, как мне показалось, занижена была сила сварочного тока. Поэтому немножко подправим, и уже будет ток оптимальный для выполнения качественных сварных швов. Ну вот, пожалуй, наверное, на этом варианте я остановлюсь для данной толщины металла. И можно уже переходить к сварке профильной трубы. То, как влияет заниженная сила сварочного тока, либо наоборот повышенная, смотрите в прошлых видео. Ну а в данном случае я желаю вам успехов и хороших сварных швов. Всем пока!